Группы возмездия, которые устраивают обыски, облавы, провокации и отключают жителям протестных районов воду в лютый мороз, это не сценарий фильма о зверствах гестаповцев, а будни, оккупированной нелегитимной властью Белоруссии. О схемах совместной работы бойцов ГУБОПИК, милиции, ОМОНа и СОБРа стало известно из нового расследования инициативы «Байпол». Документальное подтверждение описанных в нем преступлений карательной системы смогли добыть киберпартизаны. Каким же образом действуют те, кому иногда не до законов? Ответ лежит на поверхности, с личного одобрения Верховного Главнокомандующего. События, которые исследовали байполовцы, охватывают период с начала весны текущего года, когда силовики ожидали возобновления активной фазы протеста. Для подавления возможного бунта на самые активные столичные районы Новая Боровая и Дзержинск были брошены так называемые группы возмездия, включающие силовиков из различных ведомств. Роль первой скрипки на себя взял ГУБОПИК. Именно из этой структуры выходили разнарядки по красивой отработке адресов людей, которых ранее задерживали по народной статье. Такие совместные вылазки устроены по следующей схеме. Для проникновения в жилье находится формальный повод, например, подозрение в участии в несанкционированном мероприятии. Далее сотрудники ГУБОПИК обращаются в Следственный комитет, откуда по цепочке информация передается в прокуратуру, где выносится санкция на проникновение в жилище. В погромах под видом обысков участвуют как бойцы ГУБОПИК, так и рядовые сотрудники ОВД, ОМОНа, а также сговорчивые понятые. Характерной чертой работы таких групп является обязательное повреждение дверей. Всю черновую работу по составлению протоколов на хозяев квартир выполняет милиция. Задача сотрудников во что бы то ни стало отправить предполагаемого змагара в ВВС. Для этого они клепают липовые документы о сопротивлении, либо, если в жилище будет найдена БЧБ-символика, о незаконном пикетировании. Желательно, чтобы эти люди, если они представляют для нас БЧБшный этот интерес, желательно, чтобы они заехали на ИВС отдохнуть. Важно отметить, что чернорабочие оперативники своей роли отнюдь не рады, ведь по итогу все лавры победителей в войне с собственным народом получают сотрудники ГУБОПИК, а титанические труды рядовых силовиков, которым, помимо всего прочего, приходится лжесвидетельствовать в так называемом суде и заниматься вербовкой задержанных в изоляторах, остаются в тени собственных венценосных коллег. Что ж, карма штука такая. Сегодня ты обижен на то, что тебя подсидели на гестаповском марафоне, а завтра будешь жаловаться на свою горькую долю таким же обделенным в камере СИЗО. Ссылку на расследование Байпола вы найдете в описании к этому видео. На территории России и Беларуси в самом разгаре совместные учения «Запад-2021». Военные игры двух диктатур стартовали 10 сентября и продлятся еще 3 дня. На этих выходных нелегитимный успел получить заряд бодрости и энергии на торжественной церемонии открытия на полигоне Обус-Лесновский. Компанию генералиссимусу составил его верноподданный шпиц Умка, который, по словам госсекретаря так называемого союзного государства Дмитрия Мезенцева, подчеркнул мирный характер происходящего. Впрочем, сказанное Лукашенко в ходе пресс-конференции заставляет задуматься об обратном. Так, диктатор рассказал о некоторых деталях недавней встречи с Путиным. В частности, о своем намерении приобрести у кремлевского лидера зенитно-ракетные комплексы С-400 на сумму ни много ни мало в $1 миллиард. Самоназначенный правитель подчеркнул, что с юга, то есть со стороны границы с Украиной, начинают подогревать, и надо готовиться к неким ответным действиям. Впрочем, как водится, диктатор не дал никакой конкретной информации о характере угрозы. Все свое красноречие он бросил на другую тему, рассказав о том, как хорошо его красавцы раньше охраняли западные границы и почему теперь перестали это делать. Конечно же, причина в санкциях. Нелегитимный обозвал врагов своего хрустального сосуда мелкотравчатыми мерзавцами и выкатил Западу жесточайшие условия. Но пока не будут сняты вот эти вот безмозглые санкции и унижения наших людей, патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет. Однако одним ультиматумом Дучи решил не ограничиваться и продолжил педалить тему о воображаемой угрозе со стороны Вашингтонского обкома. По словам Лукашенко, у него есть все, чтобы защититься от любых посягательств. При этом ему бы не хотелось доходить до точки кипения. Интересно, что имел в виду безрожковый автоматчик. Вероятно, ответ кроется в его высказывании. Цитата: «Мы с Россией в состоянии перемолоть все, что создаем». Определенно, совместное учение доказывает, что диктаторы способны с помощью смертоносных машин перемолоть то, что создавалось руками простых россиян и белорусов, а заодно манифестировать перед Западом свою непреклонную волю во что бы то ни стало удерживать власть. Вот только они забывают, что залпы зенитных орудий в условиях тотальной изоляции от цивилизованного мира, в которую они сами себя поместили, легко могут обернуться для них рикошетом. Режимный ставленник Геннадий Давыдько объявил о том, что сторонники незаконной власти в какой-то момент утратили контроль над интернетом. Чтобы восстановить статус-кво, председатель Белой Руси и депутат Палаты представителей предложил на законодательном уровне взять идеологических врагов из сети под жесткий контроль. В первую очередь, такие меры должны затронуть блогеров, которые честно освещают события в Беларуси. Не церемонясь в выборе эпитетов, бывший глава БТ назвал свободных представителей белорусского интернет-сообщества волчарами, готовыми продать душу за лайк. По словам Давыдько, формой контроля
контроля должно стать некое лицензирование, которое позволит режиму устанавливать свои правила игры в сети. К слову, подобным промышляют в идейно близкой лукашистам Северной Кореи, где местный интернет полностью подконтролен правящему клану. Однако одной лишь борьбой за идеологически чистый онлайн чиновник решил не ограничиваться и заявил о намерении создать собственную партию с патриотичным названием «За Родину». Загвоздка заключается в том, что по действующему законодательству общественное объединение, которое представляет Давыдько, не имеет права трансформироваться в политическую партию. Впрочем, это досадный нюанс так называемый депутат намерен исправить с помощью референдума по изменениям в Конституцию, для которого он уже подготовил соответствующую поправку. Что ж, функционеры режима уже и не пытаются скрывать, насколько им не до законов. Впрочем, когда законодательство выполняет чисто косметическую задачу по обслуживанию интересов привилегированного класса, насадить тотальный эбатькизм в отдельно взятой стране проще простого. Достаточно всего лишь избавиться от всех, кто живет по совести. Белорусский Красный Крест, в адрес которого неоднократно звучали обвинения об участии в фальсификации выборов, избрал нового руководителя организации. Им стал экс-депутат 2 созывов Палатки представителей и заслуженный режимный чиновник Дмитрий Шевцов, по совместительству председатель Белорусской ассоциации врачей, а также загадочного белорусского отделения Фонда единства православных народов. Личность многогранная, иначе не скажешь. Вот только непонятно, как этот незаурядный функционер сможет доказать, что Красный Крест не причастен к фальсификациям выборов, когда он лично в них участвовал. Шевцов был председателем Минской городской избирательной комиссии на так называемых президентских выборах прошлого года. В этой ипостаси он отметился как талантливый математик, умело подбивая необходимые Ермошиной цифры. Отметим, что на посту руководителя Красного Креста Шевцов сменил Ольгу Мычко, которая ранее была его коллегой по палатке. Перед уходом чиновницу наградили орденом «Гуманное сердце» за преданное служение милосердию и режиму, судя по всему. Напомним, что в марте 2021 года глава НАУ Павел Латушко обнародовал информацию о том, что Белорусское общество Красного Креста выдвинуло около 3000 человек в избирательной комиссии по всей стране. То есть представители организации присутствовали на половине всех участков. Столь массовое представительство, по мнению демократических сил, было необходимо для попытки легитимизации выборов в глазах международного сообщества. Через 2 недели после псевдовыборов на тот момент председатель президиума Белорусского Красного Креста Дмитрий Пеневич был назначен министром здравоохранения. После волны критики представители организации пообещали разобраться в ситуации, но о результатах этого разбирательства по сей день ничего не известно. Впрочем, личность нового главы оказалась красноречивее любых официальных ответов. На днях в селе Погребы под Киевом был найден мертвым судья Виталий Писанец, который рассматривал ходатайство о продлении меры пресечения подозреваемым по делу об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета. Точная причина произошедшего пока не названа. По одной из версий, судья погиб из-за бытового конфликта с представителем нацполиции и военным пенсионером, который перерос в драку, в результате которой Писанец ударился о стол. После случившегося Государственное бюро расследований Украины открыло дело по статье «Умышленное убийство». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Напомним, что Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве. Он ехал на работу, чтобы провести утренний радиоэфир, когда в его автомобиле сработало взрывное устройство. В убийстве известного журналиста обвинялись 3 участников антитеррористической операции на Донбассе: музыкант Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. На данный момент следствие по делу продолжается. Обвиняемые отпущены под залог и домашний арест. И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии для продвижения этого видео. Хорошего всем вечера, до встречи завтра и живи Беларусь!